Друзья, мы второй день в Питере и решили взять интервью у нашего мастера по мрамору, мастера, который сделал наши мраморные часы «Сатурн-5», у Александра Бахарева. Саш, расскажи, пожалуйста, про то, какие основные критерии выбора мрамора. Самое главное – это текстура и структура материала. Структура обусловлена тем, что при работе с материалом возникают сложности, камень скалывается и нужно аккуратно к нему подходить. А текстура позволяет нам сделать внешнюю красоту, то есть выбрать красоту, которая, грубо говоря, как принт на одежде. Да, и мы выбрали, мне кажется, самый лучший материал, в данном случае это нейромаркуин и конфранко. Самая главная сложность в обработке этих материалов – это сколы. Бывает, что мастер неправильно подходит к точке среза, когда инструмент, крутясь по часовой стрелке, к примеру, он выламывает куски. Это самая главная сложность. Расскажи про машинную обработку. Вот, например, у нас сколько она занимает времени, что делается? Нужно посчитать, но так, если в общем говорить, то процентов 10-20, я бы так сказал. То есть есть разные задачи, где присутствует машина. А машина не присутствует вообще в изготовлении руста, бриллиантовых граней. Вот. Они изготавливаются полностью вручную. Машина присутствует только в изготовлении самой заготовки по габаритам, это ширина, длина, и в изготовлении полости под электронику и отверстия. Но я бы хотел заметить, что на машину списывать все нельзя, потому что есть итальянские машины, которые позволяют делать очень сложную работу, которую раньше делали только мастера. Это несравнимо по затратам программистов. То есть этот ресурс у нас не очень проявлен в России. То есть у нас есть 5 очень сложных станков, которых гораздо больше в Италии, например, или в Китае, но специалистов очень мало. Вот, поэтому мы делаем машинную работу только там, где это позволяет нам делать это быстрее и качественнее. Я бы так сказал, что сейчас на рынке в основном ручной труд не приветствуется, он не используется, потому что нет задачи по качеству. Этот баланс нужно тоже искать, в этом тоже ставить какую-то цель, иначе будет все так, как вот делают проекты в Москве, я знаю, некоторые. Это не смешно, их делают не только в Москве, и в Лос-Анджелесе. То есть я общаюсь со специалистами. Делает просто машина, и руками никто не доводит ничего. То есть, и я бы даже сказал, что это не на века. То есть то, чем мы поражаемся сейчас во Флоренции, в Риме, в Милане, Дуомо, вот это сделано, я не знаю, 500 лет назад, и оно будет еще столько же времени очень интересным. Только лишь потому, что качество обработки сделано человеком. Человеческий труд, он позволяет довести до идеала работу машины. Она не должна стать главной в изготовлении каких-то качественных изделий из мрамора. Но у нас, я думаю, сбалансированная очень работа, то есть машина нам очень сильно помогает, мы ей говорим спасибо и делаем дальше, и у нас такой получается аналог, да. Тут есть некий интерес в диалоге с собой и с самим материалом, когда ты добиваешься нужного качества, когда ты понимаешь, что ты так сточил, и оно вот совпало как нужно, в линию. Это доставляет радость, пожалуй, только мне. То есть зритель, он не понимает, как это, ему сложно понять, в чем здесь красота. То есть, когда мы смотрим на скульптуру, мы не видим мрамор, который стесал, срезал вот это мясо, жир, вот этот скульптор. Мы этого не видим, а в этом и есть сам кайф. Давай вернемся к часам. Скажи, какие были самые сложные моменты в работе вот над этим проектом? Самая большая сложность – это после того, как изготовлен, срезано лишнее, да, это дело нужно все еще отполировать. То есть и при полировке уходит часть материала, иногда до миллиметра даже. То есть это
Это много. То есть если миллиметр уходит, то Нужно другие, точно да. оставить запас. Да, нужно, исходя из тех объемов работ, которые будут выполняться после срезания общей массы, да, ненужной, нужно рассчитать, сколько оставить, чтобы потом при шлифовке плавно неровные линии, которые не сходятся при первоначальной обработке, грубой обработке, чтобы они плавно сходились, и ты заканчиваешь полировкой, и они вот сошлись. Собственно, поэтому получается очень долгая работа, потому что ты к каждому элементу подходишь так, чтобы оно точно, да, получилось? Да, нужно... Это очень интересно наблюдать, но наблюдать глазами резчика. Это, надеюсь, что это будет следующий шаг, чтобы человек мог почувствовать, как это происходит. То есть я ловлю угол, я работаю как бы в двух плоскостях сразу одновременно. Стенками цилиндра и кончиком цилиндра, да. И мне нужно ловить этот угол плоскостью кончика и рассчитывать, насколько стенка фрезы войдет в материал, как бы. Это очень сложно. То есть, и все это крутится, летит пыль, естественно, есть некое сопротивление материала. То есть, когда ты входишь, происходит вибрация и... Ну, держать. Да. То есть вот самое, да, вот такое вот интересное на самом деле за этим наблюдать и контролировать этот процесс самое интересное, да. Какие еще виды мрамора вот для часов мы можем использовать? Сейчас мы используем черный, нейроморфеина, ты сказал, да? Нужно отталкиваться от второго материала, который присутствует в данном изделии. Это латунь, золото, можно так его назвать. К желтому очень хорошо подходит зеленый. Я не смогу назвать сейчас имя его, но это зеленый, очень хорошо подойдет белый, но белых 200 сортов. Это только белый. Саш, расскажи про то, как вообще в России обстоят дела с мастерами по мрамору в сравнении с миром. Понятно, что в Италии, возможно, в Испании там самые крутые Китай. мастера. Мы забыли про Китай, хотя это, наверное, другая планета. Ну, да. А в России как? В России с мастерами очень хорошо. В каждом большом городе, миллионнике есть мастера по камню, но если их взять всех, так сказать, в кучу, если так можно выразиться, то 5-10% хороших реально мастеров мы там найдем. То есть все остальное, да. Тут очень важно, что у резчиков, у мастеров, которые руками работают с материалом, очень большая градация по задачам. То есть есть люди, которые не смогут вырезать лицо, но смогут красиво сделать лепесток. Вот. И опять же, не каждый лепесток, он одинаковый. Да. Это такая сфера очень широкая, тут сложно сказать. Ну, качество мастера — это самое главное, вот в чем его качество как бы высоко. Это какая-то любовь к материалу, что ли, любовь к себе, к своему времени, к инструменту. Друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам вообще такой формат, с кем бы вы еще хотели бы увидеть интервью из нашей команды. Подписывайтесь, лайкайте. До новых встреч!